Случилось это в Курской области. Один из наших волонтеров, Александр, отправился работать в поле. По дороге он встретил женщину, которая жила с ним в одной деревне. Женщина попросила о помощи, и Александр, отменив свои планы, пошел вслед за ней. Зайдя во двор, Александр был шокирован. Он сразу же забыл, о чем его просила женщина и зачем он сюда пришел. Во дворе стояла будка, она была старая и разваливалась просто на глазах. От будки тянулась тяжелая цепь, а неподалеку стояла грязная миска с не менее грязной водой в ней. «В ней кто-то живет?» – спросил Александр, указав на будку. Односельчанка рассмеялась в ответ и дернула за цепь. Из будки с трудом вылезла крошечная собачка, она была настолько худой и слабой, что едва держалась на лапах. Животное посмотрело на хозяйку, а затем перевело взгляд на Александра. В глазах собачки мужчина увидел только боль и безнадежность. «Ты зачем такую кроху на цепь привязала?» – поинтересовался Александр. «Так пусть сидит и лает, охраняет мне дом», – спокойно ответила женщина. «Какой из нее охранник? Она же крошечная совсем». Александр с трудом смог представить, как такая маленькая собака таскает за собою такую тяжелую цепь и пытается гавкать, срывая голос, чтобы ее просто покормили и дали напиться грязной воды. Несмотря на долгую работу волонтером, ситуация повергла Сашу в шок. Он впервые увидел, как собака, весящая не более килограмма, сидит на цепи. Кроху, к тому же, плохо кормили, ведь даже для своих размеров она выглядела очень истощенной. У женщины во дворе было свое хозяйство, но даже при этом о нормальном питании для собаки она не задумывалась. В деревнях такое отношение к животных скорее правило, чем исключение. Кошек держат на голодном пайке в надежде, что они будут активнее ловить мышей, собак плохо кормят, чтобы они агрессивнее относились к людям и были лучшими сторожами. Отношение к животным у деревенских жителей часто потребительское, и исправить ситуацию очень сложно. С первого взгляда было заметно, что Кнопка не просто устала, но еще и болеет. Лапы у собаки дрожали, а зубы стучали. Александр понял, что оставить собаку в этом доме значит приговорить ее к скорой, но мучительной смерти. Высказав соседке все, что о ней думает, Александр заявил, что Кнопку он заберет. Женщина собаку отдавать не спешила, она недоумевала, что сделала не так, и спрашивала, кто же будет охранять ее дом. Они долго спорили, но волонтер вышел из этих прений победителем. Отдавая собаку, женщина сказала: «Не страшно, я завтра же себе другую подыщу, тут таких десятки бегают». Кнопка не могла надолго остаться у Александра, ведь он заботится о нескольких крупных животных, поэтому она поехала жить к Лене и Кате. Оказавшись в теплом доме, в компании с другими животными, Кнопка растерялась, она не понимала, что происходит и как себя вести. Собака никогда не жила в доме. Огромным сюрпризом для малышки стал ужин, сытный и вкусный, еще и в чистой миске. По выражению мордочки Кнопки было видно, что она шокирована таким вниманием к себе, но в то же время безумно рада. Малышка оказалась сообразительной и доброй. Она быстро научилась терпеть до прогулок, привыкла к другим животным. Пока Кнопке сложнее всего привыкнуть к тому, что ее любят и заботятся о ней, ничего не требуя взамен. Она привыкла, что должна заслужить еду и воду, и все еще пытается заработать свой обед, служа охранником для других подопечных девушек.